Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкист, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре прокачиваемая ветка, второй уровень, да, начало ветки, Великобритания, Крузер 2. Вот такой вот танчик, огромный просто танк, вот огромный. Сегодня у нас полноценный обзор, давайте разбираться, хорош ли этот танк на вторых левелах, а может быть даже и с третьими в битве, по сложившейся традиции предлагаю сначала пойти посмотреть бронирование Крузер 2. Идем. Итак, вот наш Крузер 2, махина такая огромная, второй левел, да. Снизу у нас НЛД броня 32, центральная часть у нас 46, подбашенная рубка у нас 30, да, 47, 30. Вот здесь рикошетная часть корпуса подбашенной рубки, верхняя крышка у нас 64, башня 30, 30 маска, люк даже 26. Ух. Вот, боковое бронирование 22. То есть от борта мы очень хорошо танкуем. Мы танкуем практически все пушки, все снаряды на втором уровне. И даже передняя броня у нас выдерживает большинство попаданий обычных снарядов пулеметных пушек, и даже какие-то там пушки одиночными выстрелами тоже даже где-то что-то вот здесь особенно затанкуем. То есть броня есть как для второго уровня вполне себе неплохая. Вот. Потому что на втором уровне много ездит танков с пулеметными пушками. Если они будут по вам стрелять вдруг обычными снарядами, то вы будете сдерживать удар. Вот так вот. Что касаемо, давайте посмотрим пушечки, что нам предлагается. Нас интересует, естественно, не стоковая, а сразу у нас второй уровень танка, а пушка предлагается топовая, 4-го уровня. Барабанная на 4 снаряда, 45 альфа, 49 пробития на основном снаряде, 71 на голде. Вот, время между выстрелами 0,63 секунды, разброс не самый лучший, сводится тоже она не очень-то хорошо. Но преимущество того, что это пушка барабанная, и вы в противника за короткое время можете откидать 4 снаряда. По башне, смотрите, обзор 290, здесь у нас обзор 300, 36 скорость поворота, здесь у нас 34, 30, 26, 30 бронирование, здесь то же самое. Но лучше обзор и лучше быстрее поворачивается башня. Поэтому однозначно. Танк очень медленный. Я на нем уже дофига боев сыграл. Однозначно качаем топовый двигатель и ходовой. Потому что на месте он крутится очень вяло. Этот модуль нам тоже очень важен. По оборудованию. Поскольку танк очень медленный. Здесь однозначно ставить нужно только турбач. Турбину. Все, другие снаряды. Другие даже никакие мы оборудования не используем. Только турбач. По снарядам. У нас основной ББХ летит 732 не очень быстро, это надо учитывать при отстреле подвижных целей. И 915 у нас летит голда, это подкол. Это комфортная скорость, нормальная, на ней уже можно прям по движущим целям отфигачивать. Да? Снаряжение ставим ремку. Экипаж у нас, танк у нас огромный, экипаж у нас огромный, 5 человек. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым перком боевого братства. Дальше качайте, как показано в таблице. Давайте быстро пробежимся по характеристикам танка. По пушке у нас минус 15 УВН, это хорошо, учитывая, что у нас есть броня. На рельефных картах мы можем творить грязь и дичь. Это прикольно. Вот. По ХП у нас 360 такой средний показатель. Не так уж и много, учитывая, что мы бронированные, но что-то по ХП не очень. Вот он медленный. Смотрите, мы поставили турбину. Без турбины было бы 40. И 15 назад с турбиной 44. У нас всего лишь 11 лошадей на тонну. Танк нереально медленный. И учитывая это, вы выбираете правильный свой геймплей там на картах нашей любимой игры. Однозначно помните, медленная машина. По незаметности она есть, потому что мы легкий танк, прописан в системе во всякими там циферками в самой игре, но танк просто огромный. И в кустах вы будете светиться каких-то, потому что вы будете там чуть ли не пол башни у вас будет торчать, да. Ну, танк очень большой. По обзору у нас 277 метров, у меня штраф минус 26, было бы там 300 с лишним. Обзор не самый лучший на самом-то деле. Давайте по плюсам-минусам танка. Пушка шикарная на самом деле.
Прям реально хорошая пушка. Катался, знаю. По броне все просто плюс огромный. Да, броня есть для вторых уровней, прям огонь. По скорости передвижения, по подвижности огромный один единый жирный минус и подвижность на месте минус. Вот. По обзору средний параметр ни плюс, ни минус, ничего особенного. По незаметности жирный минус, танк очень большой. Вот. Играется на флангах. Ну там нет у нас на втором уровне и третьем тяжелых танков, но играется на картах, где обычно на тех направлениях, где дерутся тяжелые танки. Все-таки есть броня, и карты построены у нас в игре таким образом, что для тяжелых танков явно уже определены места боев, для средних тоже, и этот, кстати, воюется на флангах тяжелых танков. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупать, подергать за рычаги, посмотреть, что это за пара. Погнали. Так, попали на Руинберг. Попали к третьим левелам, мы внизу списка. Так, Самуа, Т-29. Так, ну что. Вверху, внизу списка. Ну, значит, будем аккуратно играть. Правильно? У нас обзор крузера второй левел танчика, да. Нации Великобритания. Такой легкий, огромный, наверное, один из самых больших танков. То есть он по системе идет как легкий, по факту он, можно сказать, тяжелый. Потому что как для второго левела у него даже есть броня. Ну все. Самое главное, размениваем союзников. О, пьяная молодежь это танковая. Задача настрелять как минимум 720 урона. Либо насветить, либо настрелять. То есть, если у нас 360 кп, на любом танке надо стараться играть, чтобы делать урон ровно больше, чем вашего кп в начале боя. Вот это Ты громада! глянь, не пробивается. Странно. Получи! Так. Давайте подтянемся поближе. А то так ничего не стреляет. Близко! И этому конец. Вот противник покинул позицию. Медленные мы. Была бы скорость, можно тут дела делать. Едем дальше. На своей табуретке. Скорость решает все в песке. Соответственно, чтобы 700 настрелять, Они блин, повсюду. либо в упоре надо воевать, да?
повсюду. Это мне нравится. Ну ладно, 300 уже настреляли. Но ё-моё, ну скорости не хватает. Все у нас есть, но скорости нет. Враг уже Но близко. мяса нету точно. Ни скорости, ничего, чтобы сбивать ехать. Красавчик. Хорошо пошло. Получи. А что это, АФК? Что ли? Хорошо пошло. Почти план выполнили. Враг захвачен. Это мне нравится. Еще ушло. Так, Меня задели. едем дальше. До Т-20. Слушайте, а может а мы уже выполнили план? Я говорю, медленный, медленный. Извините, а 670, 108 на свет, это уже сколько? Правильно, это 770. Все, план выполнили. Враги повсюду. О, ой, скучно немного. В песке хочется быстро ездить, а это как-то вот так вот скучно, да, мне. Эх, скучно. Сейчас бы еще хотя бы километров 20 в час прибавить до скорости. Было бы, да. А так нет. Враг уже близко. Едем к врагу, так сказать. Танки на подходе. Враги повсюду. Получи. Оп, спрятались. Выманиваем на наших. Едем на него. Ой, застрял. Все, победили. Еще одного. 921 на отстрел, 120 на 129 на свет. Итого 1050. Мы перевыполнили план на 50%. Вот, то, что должны были. Хороший ли это танк? Спорный вопрос. Прям реально. Прям реально спорный. Потому что, ну, медленный, а в песке важна скорость. Ладно, при всем при этом нельзя сказать, что это прям совсем плохой танк. Если драться вот на уровне в боях второго левела, на нем даже что-то можно танковать и настреливать. Пушка интересная, барабанная, да. Двойными снарядами, можно сказать, кидается, да, на 4 снарядика пушечка-то у нас. О, первое место. Видали, с трешечками-то мы сыграли как, да? Мы второй левел, а заняли первое место по урону. 3 фрага. Так что, господа, пишите свои комментарии, как вам Крузер 2 нравится, играете ли вы на нем когда-нибудь, спускаетесь со старших левелов, да, какой вы
используете оборудование. В целом, свои мысли об этом танке все пишите в комментариях под видео. А я говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.